Война выявляет не только героев, но и негодяев, наживающихся на людской беде. В годы войны вместе с ухудшением экономического положения в стране произошел резкий скачок преступности. Кто-то сражался на фронте, защищая родину, а кто-то убивал и грабил население в тылу. Всем привет! Вы смотрите канал Хлам Знаний. ХЗ, если коротко. А значит, пришло время узнать что-то новенькое. Устраивайтесь, друзья, поудобнее и внимайте. Как всегда, будет интересно, не скучно и познавательно. Смотрим до конца. Это отличная тема для беседы в теплой компании. Во время войны, особенно в ее начале, когда Красная Армия терпела одно поражение за другим, и во многих регионах страны царил хаос, бандитизм откровенно поднял голову. Произошел значительный рост преступности. Одними из самых распространенных преступлений тех лет были подделка и хищение продовольственных карточек, грабежи, кражи, незаконное хранение оружия, убийства. Жизнь человека порой стоила мелочи в его кармане или пальто, которое было на нем. Банды, основу которых составляли дезертиры и уголовники, увеличивались с каждым днем войны. Одновременно с бандитами страну заполонило и множество мародеров, грабивших квартиры в момент бомбардировок или выносивших ценности из жилья, зная, что хозяин на фронте. Из-за дефицита любой товар можно было сбыть на рынке. Вместе с тяжелым состоянием в экономике криминальную ситуацию в стране усугубляла и нехватка кадрового состава. Многие милиционеры и сотрудники уголовного розыска добровольно пополняли ряды Красной Армии, чтобы сражаться с внешним врагом. Ослабленной правоохранительной системе приходилось противостоять хорошо вооруженным бандитским шайкам, которые практически помогали противнику, совершая преступления против советских граждан в тылу. Благодаря сотрудникам правоохранительных органов и бдительности простых граждан, многие преступники были пойманы и понесли наказание по справедливому закону военного времени. Зигзаг. Банда с названием «Зигзаг» расшифровывается как «защитники интересов Германии, знамя Адольфа Гитлера». Действовала под контролем Абвера, подделывала товарные талоны и распространяла фашистские пропагандистские листовки в осажденном Ленинграде. Главарем банды из 12 человек был 25-летний Виталий Кошарный, отбывавший наказание за подделку платежного поручения на крупную сумму. Уголовник с двумя товарищами бежал из заключения во время немецкого авианалета. С фальшивыми справками об освобождении они прибыли в Ленинград, убив по пути водителя захваченного ими автомобиля. В ноябре банда установила связь с гитлеровцами и, используя полученные от немцев типографские шрифты и рацию, стала выполнять их задания. Но листовки были лишь дополнительным видом преступной деятельности предателей. Основным занятием был выпуск поддельных продуктовых карточек. По ним они получали хлеб, крупу, масло, сахар. В общем, все, что только можно было достать в блокадном городе, даже спиртное и шоколад. В голодающем городе банде удалось получить более 17 тонн продуктов, перепроданных по баснословной цене истощенным и умирающим ленинградцам. Арестовали их в марте 42-го, а через 4 месяца Кошарный с подельниками был расстрелян. Гравер Герасим Окунев. Еще один спец по поддельным продовольственным карточкам. Герасим Окунев появился в Москве. 45-летний инженер оборонного завода переехал из Челябинска, где украл шрифт и организовал личную типографию. Окунев с женой печатали все – карточки, пропуска, документы. Полученные продукты они продавали на черном рынке. В деле был и сынок Окунева, воровавший на заводе инструменты. В банду входило еще несколько приятелей и коллег инженера, имевших доступ к необходимым расходным материалам. Однажды жена Окунева была случайно замечена директором магазина, где она постоянно отоваривалась. В другом магазине, находившемся далеко от их района. Он сообщил об этом в милицию. Следствие, приговор, и в феврале 1944 года Окунева и 2 других активных бандитов расстреляли. Пособников, жену и его сына, совершавшего кражи с завода, приговорили к лишению свободы на 25 и 10 лет соответственно. Васька Граф. В Куйбышеве, нынешней Самаре, банда 20-летнего Василия Аграфенина по кличке Васька Граф орудовала с апреля 1945 года. Начинали они с кражи пшеницы, но быстро переквалифицировались на грабежи квартир и вооруженное нападение на торговые предприятия. С помощью поддельных удостоверений притворялись сотрудниками НКВД или другими советскими служащими. Бандиты ограбили не менее 20 квартир, убивали и насиловали своих жертв. На их счету подделка документов, убийства, изнасилования, кражи и разбойные нападения. В группу входило от 9 до 12 человек в возрасте от 17 до 20 лет. Обезвредили бандитов в июне 45-го. Тогда при задержании был убит 24-летний оперативник Георгий Скорняков и смертельно ранен главарь шайки 20-летний Аграфенин. По решению суда 2 приговорили к расстрелу. Остальные бандиты получили по 8-10 лет заключения. Банда Хасана Исраилова. Свою преступную деятельность
На территории Чечен-Ингушетии Хасан Исраилов, главарь банды из 14 человек, прикрывал словами о свободе своего народа, который якобы уничтожает советская власть. Однако, именно его бандгруппа истребляла собственное население, убивая не только партработников и красноармейцев, но и мирных горцев чеченской и ингушской национальности ради наживы. Осознав бесперспективность своей борьбы, Исраилов стал сотрудничать с НКВД. Он сдавал своих товарищей, и тех ликвидировали. При этом сам он вынужден был участвовать в реальных нападениях на милицию и войска. 25 декабря в перестрелке Исраилова застрелили. Волнения в регионе продолжались до середины 50-х годов. Банда Павлова в Якутии. Главой ее был 50-летний эвенк Егор Павлов, до войны председатель колхоза и член ВКПБ. В августе 42-го из колхоза началось массовое бегство колхозников. Из него вышли 8 промысловиков-охотников, которые с семьями ушли в тайгу. К ним присоединились еще и 3 единоличника. Отсиживаться в лесной чащобе павловцы не собирались. Сколотив банду, совершили несколько налетов. На стойбище местного оленевода, магазин и прииск Крутой, а также на склад с продовольствием. Они грабили прииски, убивая всех, кто сопротивлялся. Банда орудовала полгода. В феврале 43-го НКВД обезвредил бандитов. Их сдали милиции местные охотники. На этот момент в банде уже было 29 человек, которых удалось арестовать после долгой погони по лесу и перестрелки. В ходе этого боя сам Павлов был смертельно ранен. Погибли еще 3 бандитов и жена Павлова. Характерно, что павловцы собирались продолжать свою бандитскую деятельность под видом борьбы с советской властью. По самым скромным данным, в период с 41-45 года на территории СССР насчитывалось более 1000 банд, не считая мародеров и криминальных лиц, действовавших самостоятельно. Взлетевший уровень преступности стал постепенно снижаться только в 45-м, когда с фронта начали возвращаться милиционеры. С вас лайк и подписка, а я пошел искать новый материал. Спасибо, что досмотрели до конца. Будьте здоровы и до новых встреч на канале ХЗ.